Драгоценности британской короны. Их очень много. Очень. В прошлом видео про них я рассказал только о коронах, которые используются для коронации суверена и его консорта. А сегодня хочу предложить вам рассмотреть другие коронационные регалии. И может быть, со временем дойдем и до украшений королевской семьи, которые тоже красивы, дороги и уникальны, но не из регалий коронации. И перед тем, как мы начнем, если вы не смотрели первую часть, советую вам посмотреть ее по подсказке в видео или по ссылке в описании. Ну и не забудьте подписаться, поставить лайк и поделиться роликом с друзьями. И как всегда, с вами Анатолий и вы на канале T-Stone. Приятного просмотра! Во время коронационной службы нового короля или королеву сначала помазывают святым маслом, затем облачают в коронационные одежды, а затем наделяют рядом украшений, символизирующих власть суверена. К ним относятся шпоры, мечи и армилы, за которыми следует держава сфера суверена, кольцо и скипетры. И сегодня именно про последние. При коронации королю или королеве вручают два скипетра. Один увенчан крестом, представляющим светскую власть, а второй увенчан голубем, который символизирует Святой Дух. Скипетр суверена с крестом представляет светскую власть государя и ассоциируется с хорошим правлением страной. Первоначально скипетр был изготовлен для Карла II в 1661 году и с тех пор использовался на каждой коронации. С течением времени он претерпел ряд изменений. В частности, в 1820 году для коронации Георга IV на него были добавлены эмалированная роза, чертополох и трилистник. Но главное изменение было сделано в 1910 году, когда скипетр был изменен, чтобы вместить большой алмаз Кулинан. Конструкция, удерживающая алмаз, шарнирно закреплена, так что камень можно снять и носить отдельно, хотя это делалось редко. Скипетр также пришлось укрепить, поскольку вес алмаза очень велик. Кулинан I, который установлен в скипетре, является самым крупным камнем, вырезанным из алмаза Кулинан, самого большого алмаза, когда-либо обнаруженного. Он был найден в 1905 году Фредериком G.C. Уэллсом на руднике Премьер, примерно в 20 милях от Претории в Южной Африке. Камень, весивший 3025 карат, был назван в честь Томаса Кулинана, председателя компании Premier Diamond Mining Company. Алмаз был подарен Эдуарду VII в 1907 году в качестве символического жеста для устранения разногласий между Великобританией и Южной Африкой после Англо-Бурской войны. Он был официально передан королю в день его рождения, 9 ноября 1907 года в Сандрингеме. Камень был огранен ашером из Амстердама. Из оригинального алмаза было вырезано 9 крупных камней. Огранка и полировка заняла у 3 человек 8 месяцев. Также были созданы еще 97 небольших бриллиантов и несколько неполированных фрагментов. Самый большой скол камня, Кулинан I, звезда Африки, был помещен в скипетр государя в 1910 году. Он остается самым большим бесцветным ограненным бриллиантом в мире. Сам скипетр состоит из золотого стержня, образованного из 3 секций с эмалированными воротниками на пересечениях. На вершине золотого стержня конструкция в форме сердца, которая удерживает огромный бриллиант в форме капли, Кулинан I, весом 530,2 карата. Поверх бриллианта установлена конструкция с ограненным аметистом внутри, а поверх аметиста установлен крест. Вся эта часть украшена табличатыми и розовыми бриллиантами, рубинами, шпинелями и изумрудами. Сам крест имеет изумруд с одной стороны и бриллиант с другой, а также весь усеян бриллиантами. С другой стороны, скипетр украшен эмалированным узором с инкрустированными рубинами, изумрудами, сапфирами и бриллиантами. В общей сложности в нем установлено 333 бриллианта, 15 изумрудов, 31 рубин, 7 сапфиров, 6 шпинелей и 1 аметист. Размер скипетра 92,2 см, а вес 1170 грамм. И еще один интересный факт. Король держит его в руке в перчатке, что символизирует необходимость мудрого применения его власти. Второй скипетр – скипетр суверена с голубем. Этот жезл был изготовлен тоже в 1661 году, и со временем он дополнялся и изменялся. Скипетр представляет духовную роль суверена, а голубь представляет Святого Духа. Традиционно он был известен как жезл справедливости и милосердия. На коронации Вильгельма I, завоевателя, в 1066 году, эта роль была подчеркнута в современном описании. Ибо скипетром усмиряются восстания в королевстве, а жезл собирает и ограничивает тех людей, которые заблудились. Поэтому пасторская забота монарха о своем народе связана с этим скипетром или жезлом.
Скипетр состоит из простого золотого стержня из 3 секций с эмалированными и украшенными драгоценными камнями воротниками на пересечениях, увенчанного золотой сферой с накладной серебряной зоной и дугой, украшенной розовыми бриллиантами и золотым крестом, поддерживающим эмалированного голубя с распростертыми крыльями. Воротники по-разному украшены розовыми и табличатыми бриллиантами, ступенчатыми и табличатыми рубинами, изумрудами, сапфирами и шпинелями. У основания скипетра находится сжатое сферическое навершие, украшенное дополнительными розовыми бриллиантами. В этом скипетре установлено 285 драгоценных камней, включая 94 бриллианта, 53 рубина, 10 изумрудов, 4 сапфира и 3 шпинеля. Размер скипетра 110,2 см, а вес 1150 грамм. К слову, если монарх уже женат до своей коронации, то обычно королева-консорт коронуется вместе с ним. Коронация королевы происходит в ходе короткой церемонии после того, как король был возведен на престол и получил дань уважения от прихожан. Королева-консорт получает некоторые из тех же украшений, что ее муж, включая кольцо и 2 скипетра, один увенчан крестом, второй голубем. Но это не те же самые скипетры. Есть второй набор скипетров для королевы-консорта. Все уходит корнями в 1685 год. Мария Моденская, как первая королева-консорт, принявшая участие в церемонии коронации после восстановления монархии, потребовала свой набор регалий, который был предоставлен королевским ювелиром в 1685 году. Заказ включал и эти 2 скипетра консорта. Жезл консорта с крестом состоит из золотого стержня, состоящего из 3 частей, сужающихся кверху, и увенчан сферой из формованного золота, украшенного камнями с плоской огранкой – кварцами. В основном состоит из золота, серебра и кварца. Хотя изначально был украшен бриллиантами и другими драгоценными камнями, которые были арендованы для коронации. Ну а потом драгоценности заменили на кварц. Размер этого скипетра 65,5 см, а вес 720 грамм. Второй скипетр консорта – скипетр с голубем. Он состоит из стержня из слоновой кости, состоящей из 3 частей, сужающейся к вершине и увенчан золотой сферой, покрытой эмалью национальных гербов – розы, чертополоха, арфы и геральдической лилии, с крестом наверху, на котором восседает эмалированный голубь со сложенными крыльями. Ну а у суверена – голубь с раскрытыми крыльями. Размер этого скипетра 95,5 см, а вес 360 грамм. А вот с кольцами ситуация немного интересней. У короля свое кольцо, у королевы-консорта свое. На протяжении столетий для каждого монарха изготавливалось новое коронационное кольцо, которое он носил и хранил как личную собственность. Практика изготовления новых колец для каждой коронации закончилась в 1831 году с приходом на трон Вильгельма IV. Кольцо было изготовлено для него ювелирной компанией Рандел, Браджин Рандел в 1831 году. Кольцо состоит из 8-угольного сапфира смешанной огранки в золотой оправе, покрытого 4 прямоугольными и 1 квадратным рубинами, соединенных вместе в золотой полосовой оправе, образуя крест, с каймой из 14 бриллиантов в форме подушки и бриллиантом на каждом плече с золотым обручем. Дизайн кольца перекликается с национальным флагом. Рубины представляют крест Святого Георгия для Англии, а сапфир представляет шотландский флаг. Размер этого кольца 2,8 см, а вес 16,89 грамма. Во время церемонии кольцо надевается на безымянный палец суверена архиепископом, как символ королевского достоинства. И с 1831 года именно оно используется на всех коронациях, с одним исключением. В 1837 году, когда умер король Вильгельм IV, его сменила племянница, королева Виктория. И когда началась подготовка к ее коронации, обнаружилось, что кольцо суверена и большинство остальных драгоценностей короны были слишком велики для нее. И специально для нее было изготовлено новое кольцо. Кольцо было разработано так, чтобы выглядеть очень похожим на кольцо суверена, только в гораздо меньшем масштабе. Его размер 2 см и вес 8,55 грамм. После коронации королевы Виктории на этом кольце она сделала надпись «Коронационное кольцо королевы Виктории 1838 год». Под этим названием оно известно и до сих пор. Что же касается кольца королевы-консорта, то оно было изготовлено для коронации королевы Аделаиды как супруги короля Вильгельма IV в 1831 году. Кольцо королевы Аделаиды состоит из удлиненного 8-угольного рубина смешанной огранки в золотой оправе, без подложки, в обрамлении из 14 бриллиантов в форме подушки, оправленных в прозрачной серебряной оправы. Золотой обод украшен 14 градуированными рубинами смешанной огранки. Его размер 2 см, а вес 10,3 грамма. Вильгельм IV завещал свое коронационное кольцо королеве-консорта Аделаиде.
которая в свою очередь завещала его королеве Виктории вместе со своим кольцом-консортом. Королева Виктория оставила кольцо суверена, кольцо королевы Аделаиды и свое новое кольцо своему сыну, королю Эдуарду VII в 1901 году. А уже в 1919 году король Георг V поместил кольца в коллекцию драгоценностей короны в Тауре. И, наконец, сфера суверена или держава. Держава государя является олицетворением власти монарха. Она символизирует христианский мир своим крестом, установленным на земном шаре, и напоминает монарху, что его власть исходит от Бога. А полосы, разделяющие сферы на три части, представляют три континента, известных в средние века. Как и скипетры, она была создана в 1661 году и используется для коронации до сих пор. Во время службы сфера помещается в правую руку монарха, затем ее помещают на главный алтарь перед моментом коронации. Держава государя образована из полой золотой сферы, которую опоясывает кольцо и дуга. В это кольцо и дугу инкрустированы изумруды, рубины, сапфиры и бриллианты в огранке роза. Сверху на сфере восьмиугольный аметист ступенчатой огранки, увенчанный крестом с бриллиантами, сапфиром в центре с одной стороны и изумрудом с другой, и жемчужинами по углам и на конце каждой перекладины. Размер сферы 27,5 см, а вес 1320 грамм. Это были еще несколько предметов из коллекции драгоценностей британской короны, а конкретней коронационные регалии. И я надеюсь, что вы узнали что-то новое, необычное и интересное. Если видео понравилось, поставьте лайк и напишите комментарий. Всем спасибо за просмотр, всем пока.